Так, поделиться. Так, эфир вроде пошел, надо теперь его тут найти. Теперь попробуем тут его найти. Угу. Угу, хорошо. Звук рубам. Это включаем. Так, ну что, кто у нас тут есть, кого у нас тут нет. Всем привет. Да, снова здравствуйте. Что называется. Все, бегом, бегом, бегом. Все бегут, бегут, бегут. Так, извините, чай я буду пить на ходу. Если вы не против, конечно. Так. Так. Ну что, пока ждем с вопросы, немножко расскажу. Из последних новостей у нас, медицинских новостей, чего хотят привлекать зарубежных врачей. То есть, угробивший систему образования школьную, угробивший следом систему образования специфическую, угробивший к чертовой бабушке количество вообще больницы, поликлиники. А теперь, значит, хватаются за голову, не хватает, понимаете ли, специалистов. Вот. Некоторых специалистов тысячами по стране не хватает. В том числе, значит, пугаются, что не хватает психиатров. Но психиатров, судя по всему, у нас не хватает в первую очередь в Госдуме. Вот. Да. Поэтому теперь у нас хотят привлекать иностранных специалистов. Иностранных специалистов, как мы знаем, привлекают прекрасным образом на стройки. Вот. Все прекрасно знают, что это за специалисты. Эти специалисты у нас активно трудятся водителями такси, водителями, значит, другого транспорта. Все прекрасно знают, как это у них получается. У них это получается, собственно, замечательно, да, как мы все знаем. Ну, я так подозреваю, здесь будет примерно все то же самое. Я тебе вижу аппендицит, ты покажи где. Да, это будет примерно так же звучать. По одной простой причине. Уж если в России было угроблено к чертовой бабушке образование, что школьное, что специфическое, специальное, то в ближнем зарубежье его угробили давно и вообще и полностью. Собственно. А сейчас даже среди тех, кто учится, понимаете ли, на биологических факультетах в России, иногда такие кадры встречаются, они такие перлы выдают. Да. При этом всем, не совсем понимая, значит, допустим, что я рассказываю, поэтому считают дураком меня. Да, ну, классический вариант, собственно, идиота. Если еще 30 лет тому назад аминокислоты так и называли аминокислотами, а название нуклеотиды пошло, к примеру, лет так 20 тому назад на русском языке, а в программу медицинскую, биологическую в институтах, университетах ввели это хозяйство где-то лет 10 тому назад всего-навсего. Ну вот сейчас товарищи изучают, значит, вот эти все вещи по американской уже, собственно, программе и удивляются тому, что говорю я. Что мы скажем аминокислота, что мы скажем нуклеотид, например, применительно к ДНК, смысл ни хрена не меняется.
Вот. Но товарищам это, собственно, невдомек, их так научили. То же самое происходит, например, с экономикой. Вот. Я изучал экономику несколько раз, начиная с Советского Союза, потом переходные периоды, потом, значит, тут вот не так давно. Последний раз это было когда у нас? В 2009 году, да, курсы повышения квалификации вот, для лиц с высшим образованием, да, экономическим образованием. Что меня туда запихнули, не знаю, но мне там было хорошо. Вот. И, соответственно, когда давали формулы по вот этим всем вещам, я, значит, начал удивляться, как можно вот по этой формуле, значит, считать капитализацию предприятия. Если у предприятия есть кредит, то кредит надо относить, значит, не к наличию денег, а к именно кредитам, к убыткам, собственно, не к прибыли, к убыткам это надо относить. Это в минуса надо относить вот это вот все хозяйство. И, соответственно, формулу надо править. Вот. Преподавал нам здесь на тот момент замминистра по экономике Удмуртской республики Зайцев. Вот, хороший дядька. Смотрел формулу. Ну, вообще, говорит, да. По уму, говорит, оно да. Но сейчас учат, говорит, вот таким вот образом. Поэтому я, говорит, вас учу вот таким вот образом. Да. А вообще, говорит, да. Да. Кредит это, соответственно, надо, если у предприятия есть кредит, это минус из капитализации. Не плюс, а минус. Вот. Таким вот образом. Потому что эти деньги не принадлежат предприятию. И, соответственно, товары, приобретенные на кредитные деньги, они не принадлежат организации, не принадлежат банку, тому, кто выделил деньги. Вот в чем дело. Итак, у нас на сегодняшний день сплошь и рядом. Хоть стой, хоть падай. Все перевернули с ног на голову, а потом удивляются, а что это оно не получается. Да. Так, дальше. Димексид плюс эфирное масло лаванды плюс стройматериал из кунжута или воблы можно применять для лечения больных зубов. Нет? Значит, смотрите. Момент какой. Эмаль для зубов у нас формируется из той среды, которую несет слюна. Это банально. У нас кристаллическая структура, поэтому она кристаллизуется, нарастает из слюны. Поэтому, значит, для ремонта больных зубов требуется как минимум кунжутное молоко. Вот, то есть жевать этот кунжут там много не надо. Жевать очень долго, тщательно, вот, наполняя рот слюной и этим кунжутным молоком. Вот там еще может быть какая-то польза. Но изначально, в принципе, у меня есть по зубам материал, там и говорится о том, что либо парное молоко должно быть в большом количестве в рационе, либо много именно костных бульонов из говяжьих костей. Хорошо вываренных костных бульонов. Так, дальше. После перелома плюсневых костей прошло 2 месяца, нога до сих пор опухает. Почему? Потому что вот эти самые плюсневые кости до сих пор находятся в подвижном состоянии. Понятно, да? Вот. Если обломки костей, отломки костей находятся в подвижном состоянии, естественно, ни о каком сращивании речи идти не может. Соответственно, либо надо изначально конечность полностью обездвиживать, чтобы не было подвижности, либо надо смириться с этим всем хозяйством и двигаться по мере возможностей, по мере терпежа, уповая на образование, значит, ложных суставов. Все, без вариантов, ребятки. Понятно, да? Вот. А так как, значит, там до сих пор ложные суставы не образовались и края у этих костей до сих пор острые, они, соответственно, травмируют окружающие ткани,
начинается заново процесс восстановления, в том числе в тканях. Вот. Дальше поехали. Никак не получается получить чистую воду для питья. После фильтров кипячения есть осадок на дне посуды. Неужели только дистиллятор? Ну, фильтры бывают разные, в том числе осмотические. Значит, опять же, не совсем понятно, откуда вода берется. Если песок присутствует, это что, собственная скважина, причем на песок бурили там метров 30-60. Вот. Ну, в этом случае необходимо делать отстойник и пару грубых фильтров там хотя бы на 5 микрон парочку, а лучше парочку на 1 микрон. Вот. Таких вот магистральных фильтров поставить будет уже хорошо. Так, почему если долго не пить, потом выпить пиво, происходит резкий выброс тестостерона? А компенсаторные механизмы у организма кто-то отменял, что ли? Пиво несет эстрогены, аналог женских гормонов. Но, чтобы не стать женщиной, организм вынужден компенсировать. Но если пиво пить постоянно, то у организма не хватает сил компенсировать это постоянно. В результате чего начинается формирование фигуры по женскому типу со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе со снижением либидо. Да, и переводом конца на 5:30. Да. Так, как вы относитесь к профессиональной ультразвуковой чистке зубов? Значит, смотрите, я к ней не отношусь, но зубной камень можно сравнить точно так же с мозолями на пятке. Вот с задней стороны пятки образуется такая сухая мозоль. Вот. У кого-то все нормально, ее не надо ничем сшелушивать, там пемзой стирать, стачивать и так далее. Она сама стачивается в процессе, значит, жизни, там, мытья и так далее. А кому-то надо. Это фактически защитная реакция организма. Здесь все то же самое. Зубной камень образуется организмом как защитная реакция. Всего-навсего. Вопрос второй, что иногда его нарастает слишком много. В этом случае да. Так же как мозоль срезают, счищают, точно так же камень можно убрать. Но заморачиваться этим постоянно смысла нет никакого. Потому что он образуется после чистки очень быстро. Вот. Дальше. Что можете подсказать о чаге березовой? Принимаем, заваривать для укрепления иммунитета. Ради бога, если помогает, ради бога. Вот. Потому что, в принципе, иммуномодулирующих средств повышения иммунитета достаточно много, кроме березовой чаги. Вот. Так. После снятия гипса на рентгеновском снимке кости срослись. Ну, а нога опухает. Значит, есть внутренние повреждения тканей. Почему? Не знаю. Может, со связками что-то связано. Может, со связками, может, еще связки были надорваны, порваны. Может, кости срослись неправильно, иногда срастаются они неправильно. Вот со смещением срастутся, соответственно, с одной стороны краешек торчит, с другой стороны краешек торчит. Вот, идет травмирование тканей. И так бывает. Так. А кофе не нашла мнения. Ну, мнение есть, надо смотреть на сайте. Вот, про кофе я уже писал. Ну, в принципе, можно раз в сутки с утра, чтобы проснуться, но не больше. И то желательно молотый. Можно хоть варить в джезве, хоть заваривать кипятком. Вот. А дальше уже на вкус и цвет. С перцем, без перца, но лучше без сахара. Вот.
там достаточно много рецептов с гвоздикой, с корицей, с ванилью, там, с чем угодно. Да, ради бога. Если на сердце никак не влияет, еще, пожалуйста. Так. Ну, фильтры, фитрем с ячейкой 0,4 микрометра. Нормально. Откуда песок берется? Так, да, Ирине Барулиной добрый вечер. Так, как правильно собрать каруасины? На сайте, в принципе, тоже рассказано, как собрать каруасины правильно. Осина должна как минимум быть живой, то есть расти от корня. Кора должна быть гладкая, чистая. И лучше всего это делать в полнолуние. Вот. У меня материал полностью есть на тему, каким образом делать настойки вообще, то есть чем руководствоваться. К осине это относится все то же самое. Подписчикам все это доступно, поищите. Так, о зубных пастах пользуюсь с йодом, есть ли альтернатива и какая? Так, ну по зубным пастам альтернатива утки, как всегда. То есть альтернатива зубной порошок, например. Альтернативой зубной пасте является, например, соцветие гвоздики, когда вы берете ее, жуете. Точно так же хорошо растворяет налет, устраняет неприятный запах. Вот. К примеру. Вопрос второй, что чисто косметические зубные пасты, они позволяют зубы, скажем так, делать белее. Вот. Так, главное со фтором не берите. Фтор яд. Однозначно. Так. С количеством алкоголя это не связано. Ну, с количеством алкоголя и пива это, естественно, связано. Чем больше пива, тем, соответственно, больше эстрогенов поступает. Ну. Но еще в моем, юности и молодости было замечено, что после пива крайне неудобно плавать, кстати говоря. А когда, значит, пошла такая хрень, как МЧС, и, соответственно, я начал разговаривать с людьми оттуда, чему их там учат, потому что все эти структуры появлялись при мне, вот, в том числе рассказали о той статистике, что, да, среди утонувших от опьянения преобладающее количество, подавляющее число именно, значит, пивных. Вот, кто был пьян от пива. Очень сложно дышать, действует на дыхалку. Так, дальше. Диктуют ли паразиты потребление сахара? Да. А если организм привык к сахару, как бросить сахаропотребление, чтобы поменьше было срывов на сладкое? Ну, дело в том, что организм не может привыкнуть к сахару. К сахару привыкают ваши глисты в первую очередь. Замечено, что если вас очень сильно тянет на сладкое, вам достаточно, например, съесть половину чайной ложки кайенского перца, запить парой глотков воды, и этого абсолютно достаточно. Как минимум на ближайшие часа 3-4 тяга к сладкому у вас пропадает, что характерно. Вот. Это раз. Второе. Почему-то повышение тяги к сладкому появляется в основном вечером, поздним вечером, вот, и в начале ночи. Именно тогда, когда вылазят на прокорм глисты из закоулков своих. Вот. Совпадение? Думаю, что нет. Так, дальше. Поэтому сахар просто бросаете одновременно с дегельминтизацией. Очень легко получается. Так, как подобрать ароматическое масло для ароматерапии? Последний раз брали в аптеке пихтовое. Пихтово очень болела голова. Ну, во-первых, к маслам должно быть описание, что от чего, что для чего и так далее. Во-вторых, во всем нужна умеренность. В-третьих, да, собственный личный персональный опыт
никто не отменял. Вот. Мне, например, хорошо от вот этих индийских благовоний, вот это вот палочки есть такие, значит, втыкаются там, кончик поджег, потушил, он тлеет, 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 дымит. Мне, например, хорошо. Вот, а есть знакомая, которая этого на дух не переносит. Ни аллергии нет, ничего, просто не переносит на дух. И все. Вот, я говорю, тебя надо ладаном обкурить и посмотреть, что получится. Обкуривали, говорит, ничего не получается. Ладан переносит, а благовония нет. Вот. Так. Действительно ли вечерний аппетит может быть связан с недостатком сна? Нет, вечерний аппетит связан с одной простой вещью. Как я уже рассказывал неоднократно, в общем-то, аппетит у нас, с одной стороны, штука объективная, с другой совершенно субъективная. То есть нам хочется именно того, чего не хватает в организме. Все. Элементарно. Если организм вечером хочет жрать, вы едите, а он все не угомоняется, значит вы едите не то. Понятно, да? Весь день он работал, а то и не один день он работал. И чего-то он там себе потратил. И что-то ему там теперь надо. Вопрос, что именно ему там надо? У беременных вот это вот хозяйство проявляется очень четко. Когда там надо одновременно, значит, клубники со сливками, и желательно с вакской, вот, и все это закусить гудроном там и так далее. Здесь все то же самое. Поэтому кушать надо именно то, что хочется, но при этом не макароны и не сахар. Понятно, да? Вот. Так, причина температуры 37-37,7 в течение 2 лет, инфекции нет, паразитов тоже, есть подозрение на психосоматику. Ну, как нет? Значит, инфекция есть вяло текущий какой-то процесс хронический. Паразиты, значит, тоже есть. Вот. Значит, что-то из этого есть. Дыма без огня не бывает. Вот. Ну, как так вот вы мне говорите, что инфекции у вас нет? Сейчас сразу говорю, трихомонада у вас есть. Это просто по факту. Без нее иммунитета бы у вас не было. Раз. Значит, ой, вот этот вот туберкулезный, значит, туберкулезная палочка у вас есть. Ну, просто по факту. Кишечная палочка у вас есть. Ну, просто по факту. Значит, менингококк у вас есть. Просто по факту, и без него, значит, мозговая деятельность невозможна. Понимаете? А вы говорите, инфекции нет. Есть! Есть она. Так, говорят, посленовый яд. Да пусть говорят. Это говорят еще со средних веков примерно, когда жрали не то и не так. Вот. Когда говорили, что у картофеля надо есть клубни, а все пытались есть вот эти вот образующиеся после цветков помидорки, блин. Да, а у помидоров, когда говорили, значит, что надо жрать именно плоды вот эти вот, народ пытался есть траву, а потом травился, или там корни, значит. Вот с тех пор и пошло посленовый яд. Вот. Собственно, все. Но мяса не хватает, поэтому мясом наедаетесь. А овощи это не мясо, да. Корова сколько съедает, а сколько наращивает. Ну, делайте вывод. Так, собственно, корова это есть экстракт трав, растительной пищи, понимаете? Поэтому вы наедаетесь, это концентрат. Так, почему после жаркой бани глаза краснеют? Ну, так капилляры же расширяются. Естественно, причина в сосудах. Капилляры же расширяются, это нормально. Так, есть ли польза от грибов? Если есть, то какие грибы полезные? Грибы полезные все, которые не ядовитые. Вот. Собственно, все. Ну, какая вот именно польза от грибов? Это просто еда. Ребят, это просто еда. Все. Вот если без мяса прожить крайне сложно, вот. Можно, но не очень долго.
и заканчивается плохо, то без грибов, в принципе, прожить можно. Вот. Какая польза? Просто еда и все. Так, сода может справиться с глистами? Да, глисты пройдут вместе с вами. Про соду я уже рассказывал. Хватит искать панацею. Ребят, знаете, вот с теми, кто приходит ко мне, значит, там, после соды и так далее, рассказывают, я делал то, я делал все, вот делали, значит, там, клизмы с содой, глисты выходили, блин, и до сих пор выходят, уже полгода как, значит, уже ничего не делают. Ну-ка, говорю, поподробнее расскажи, что там выходит. А там на самом деле выходит слизистая у кишечника, отслаивается и лохмотьями выходит. Ну, сожгли слизистую. Ну, не рассчитано на это все. Ну, ребят, когда вы перестанете, блин, себя пихать, что не попадя? Говорят, мужики по жизни дети, блин. Игрушку все ищут и китьку, значит. Женщины не дети по жизни. Тоже все время, блин, всякую бяку в рот тянут. Ну, так. Дальше. Как относитесь к интервальному голоданию? Полезно или нет? Понимаете, ребят, вот все есть лекарство, все есть яд, все есть польза, все есть вред. Дело в дозировке. Как всегда. Дело в дозировке. Понимаете? Вот самый простой вариант. Пить нельзя, алкоголь, яд. Согласен. Абсолютно. Водку пить нельзя. Абсолютно согласен. Да. Но, допустим, ситуация, значит, человек замерз, замороженный, с обморожениями, притаскивают. Ну, конечно, лучшее, что можно придумать, лучше еще никто ничего не придумал, это взять молодую женщину, раздеть ее, раздеть вот этого вот замороженного, положить их рядом под одно одеяло. Вот. Она его согреет лучшим образом. Своим телом. Хуже после этого, значит, теплая вода. Особенно если товарищ без сознания, он вам даже и не скажет, что ему вот это горячо, а значит и шкура после этого слезет. Поэтому, к примеру, как вариант, алкоголь, если товарищ уже в теплом помещении, водка внутрь, водка снаружи. Понятно, да? Растереть спиртом снаружи, водкой, залить алкоголь внутрь. И это на пользу. Разные ситуации, разные методы. Надо понимать, где что есть и как. Соответственно, если вы не совсем понимаете, зачем у вас вот это интервальное голодание, значит, и каким образом применять, то и не надо применять. Вот. Так. Насчет температуры. Пью клюкву, прошел детокс без изменений. Ну, дегельминтизацию надо еще пройти. Так, в чем польза бычьих бараньих яиц? Не знаю. А что, есть польза? На самом деле пользы там никакой нет. Это просто, опять же, будет готовое блюдо, собственно, и все. Так. Понты на спирту для чего использовать? Ну, пантокрин, в общем-то, штука такая, вытяжка из оленьих рогов, потому что олени там запасают минеральные соли. Вот. У них беда с этим на севере, поэтому там, значит, если вы рядом с оленьим стадом решили пописать, будьте готовы к тому, что вас затопчут вот эти радостные олени, бегущие жрать желтенький снег. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, соответственно, значит, используется это хозяйство, когда в организме нехватка минеральных каких-то веществ. В первую очередь. Все. В каких случаях это бывает? Да блин, практически 90% заболеваний. Вот. Есть еще такая поговорка, что какое средство от импотенции лучше всего помогает? Ну, говорят, пантокрин из собственных рогов. Вот.
Так, чайный гриб. Нет, не полезен, хорошо, если безвреден. Молочной кислоты там много, а молочная кислота для нас все-таки нехорошая штука. Так, насколько вреден российский ИРП? ИРП это кто? Расшифруйте, пожалуйста. Так, а я думаю, что каждая мозоль на ногах соответствует определенному внутреннему органу. А я говорил про пятку. И там все это дело просто натаптывается и все. Чистая механическая вещь. Так. А еще, значит, соответственно, меняете обувь, и меняется у вас карта мозолей. Это что, у вас проблемы с органами поменялись? А может, колодка просто поменялась? Так, дальше. Отношение к лечебным бальзамам типа Битнера в дозе чайная столовая ложка на стакан чая. Ради бога, если помогает, ради бога, все что угодно. Я просто это все хозяйство не использую. Одно время, в самом начале, когда только-только всеми этими вещами начинал заниматься, вот, пытался там какие-то бальзамы, что-то куда-то добавлять, толку никакого не увидел, поэтому прекратил эту трату денег. Вот. В дальнейшем, соответственно, по мере, так сказать, роста собственной квалификации, вот, начал делать при необходимости настойки самостоятельно на тех травах, которые нужны. Делать соответствующие, так сказать, букеты, вот, или готовые настойки, значит, смешивать именно так, как мне надо. Вот. В конечном итоге, значит, плюнул. Теперь у меня фактически только одна рабочая настойка. Настойка каенского перца. Все, ребят, больше у меня ничего нет. Больше я ничего не использую. Вот. Так. Сделал синий йод. Можно ли смазывать веки на ночь? Можно. Чего нет-то? Можно. Так. Из-за чего возникают перебои в работе сердца? Сердце у нас, как сказать, оно очень сильно у нас зависит от электролитов, вот, от соответствующих элементов калий, натрий, магний. Вот. Соответственно, когда нарушается баланс вот этих вот минеральных веществ, причем не в чистом виде, опилки нам не подходят, это все хозяйство должно быть связано еще чем-то. И каждый раз связано с чем-то другим. Вот. Вот когда нарушается баланс, тогда начинается нарушение работы сердца. Вот. Все. Почему организм не в состоянии приготовить для сердца электролит правильно? Значит, организм занят чем-то другим, как он считает в данном случае, более важным, например. Вот. Просто-напросто. Либо этих самых веществ не хватает, например, по причине того, что их расходование идет слишком быстро. Так, можно ли использовать ферран ветеринарный? Можно, смысла нет. Он совсем другой. Там их объединяет, ребят, только название. Все. Их объединяет только название. Так, благодарю за советы насчет перца. Появился черный стул жидкий, плюс боль в кишечнике. Думаю, язва. Принимал много перца, чили столовыми ложками, стало лучше. Пожалуйста. Так. Только учтите, что сейчас перец чили это не сорт перца, а это общее название, уже нарицательное имя для всех острых перцев. Поэтому используйте все-таки каенский, который я говорил, от Санта-Марии, у них хотя бы качество стабильное. Вот. Так.
Индивидуальный рацион питания, сухпайок. Так, ну, в принципе, просроченное вообще никогда использовать не надо. А сухпай, ну, он и в Африке сухпай. И в мое время сухпай это был сухпай. И с одной стороны, он, да, все, как сказать, потребности организма в калориях удовлетворяет, а с другой стороны, обычно, если вы питаетесь сухпаем, значит находитесь где-то на природе. Если есть природа, то значит вокруг вас есть либо мясо, либо витамины. Вот. Если в тарелку упало шевелится, значит мясо. Если не шевелится, значит витамины. Собственно, рацион надо всегда разнообразить. Всегда разнообразить. Живности вокруг всегда бегает много. По лесу, вокруг леса. Вот. Случаются, значит, бродячие кролики, случаются, значит, дикие куры, там, кабанчики и так далее. Что мне вас учить? Так. Спасибо большое за ваш труд. Много полезного узнала. Пожалуйста. Так, не получается избавить ребенка от глистов острицы. Применяли и то, что доктор назначал, и молоко с чесноком. А молоко-то здесь при чем, блин? Ёпрст, блин. Лучший способ, значит, аннулировать действие чеснока, это, блин, запихать его в молоко. Уже рассказывал неоднократно, блин. Так, на время легче, зуд проходит, вижу, что не до конца, ребенку 4 года, утром спать не может. Так, значит, смотрите, самое простое. Меняйте рацион питания, при этом исключайте к чертовой бабушке сразу сладкое и молоко. Сразу исключайте. Чеснок можно, нужно, много, но вареный. Значит, на ночь задний проход обязательно ребенка мыть. Задний проход мазать вазелином. Вот. Трусы, соответственно, желательно менять после каждого испражнения. После каждого испражнения ребенка подмывать и, соответственно, менять трусы для того, чтобы не было перезаражения. Чистые стиранные трусы. Во-первых, трусы стирать отдельно от взрослых. Во-вторых, хозяйственным мылом. В-третьих, обязательно проглаживать с отпариванием. Вот. Ну, там, в принципе, подробности здесь я вам сейчас просто не смогу в рамках вот этого всего рассказать. Вот. На консультацию, если запишетесь, я вам расскажу подробно, каким образом корректировать рацион питания. Вот. Для того, чтобы эта зараза кончилась у детей, достаточно просто это все лечится. Что будет, если переесть красный перец? А что, такое бывает? В Америке проходят соревнования по поеданию красного перца, кто больше сожрет, причем свежака. Вот. За всю историю состязаний всего 2 раза было, когда люди попадали в больницу. И то попадали в больницу они не из-за того, что ели перец, а из-за вот того, что банально переели, обожрались, значит, запихали в желудок слишком много. Понятно, да? Все, то есть там ничего не будет. Так, дальше. С определенного момента совершенно не лезет лецитин. Это значит, что организм насытился. Абсолютно верно. Раз не лезет, значит все. Дальше поддерживаете все это хозяйство при помощи уже непосредственно питания. Животные жиры в обязательном порядке раз, в том числе обязательно свиное сало в том виде, в каком оно вам больше всего подходит, больше всего нравится, неважно, копченое, только действительно копченое, а не с этим, не с жидким дымом. Вот. Соленое, вареное там и так далее, это уже кулинария. Вот. Яичный желток и так далее, тоже, блин, про... тяжесть в правом боку, печень нагружать, яиц много есть нельзя. Ради интереса, вот ради интереса один раз, значит, купил яиц, 3 десятка, 2 из них сварил, десятка, вот. Сделал майонез сам, классический,
И все это хозяйство там майонез, нет, вру, сделал сметану с аджикой, вот, навел, и, значит, с этими вареными яйцами вкрутую. Осилил 2 десятка яиц. Никаких проблем, кроме повышенного, так сказать, отделения сероводорода, из организма, в общем-то, не было, собственно. Чушь это все, бред и ересь, Поэтому яйца ешьте, желтки ешьте в обязательном порядке. Так, можно ли без операции восстановить костную ткань зубов? Так, лоскутная операция не удалась, рецессия остановилась. Нет, ребятки, нет. Дело в том, что, понимаете, вот есть, как сказать, есть у нас сращивание переломов при помощи аппарата Елизарова. Эффект там в том, что отломки кости находятся на определенном расстоянии один от другого. Не более чем скольки-то там миллиметров. В этом случае там действуют электрические поля, идет взаимодействие и происходит нарастание костной ткани. Таким образом, например, даже ноги удлиняли, во всяком случае, в Советском Союзе. То есть ломали кость, наращивали, ломали в другом месте, наращивали. Это хозяйство было востребовано у моделей, например, и это дело, да, делали. Соответственно, для того, чтобы нарастить кость на челюсти, необходимо, чтобы было то же самое. То есть вот две кости должны быть рядом, между ними будет вот это нарастать. Само по себе нарастать не будет. Так, дальше. Как спасти от укусов ядовитых змей, если находишься далеко в горах? Как успокоить, если еще началась паника? Ну, успокоить классическим, собственно, способом. Вот. А спастись от укусов ядовитых змей. Ну, сыворотка это классический вариант. Я так понимаю, значит, что не вариант. Вообще, на самом деле смертью заканчиваются не все укусы ядовитыми змеями. На самом деле там смертью-то заканчивается достаточно малое количество. Во-первых, много воды внутрь пить. Яд отсосать из ранки все-таки можно, нужно. Главное, чтобы самому не проглотить. Ну, опять же, да, смотря куда укусила змея, то будет как в том анекдоте. Доктор сказал, ты умрешь. Вот. Второе, значит, никто не отменял такую вещь, как тиосульфат натрия. Все-таки внутрь плюс большое количество воды достаточно хорошо работает. Укол тиосульфатом натрия точно так же достаточно неплохо работает. Еще лучше работает, например, ферран. Вот. В этих случаях, к примеру. Вот. А так, вода, покой, да. Дело в том, что человек умирает от яда только тех змей, которые живут в Австралии. Потому что там нейротоксин. Вот. Он действует на нервную систему, идет блокирование передачи нервных импульсов, электрических импульсов по нервной ткани, и, соответственно, прекращается полностью жизнедеятельность организма, противоядия нет. Во всех остальных случаях, со всеми остальными змеями, работает такой же эффект, как при приеме антибиотиков. Яд в первую очередь действует на микрофлору, в первую очередь патогенную флору. Соответственно, та начинает массово дохнуть, начинается аутоинтоксикация, и человек загибается именно от нее. Понятно, да? Вот. Ну и естественно, значит, влияет количество яда, попавшего в кровь. Поэтому, да, если из ранки быстро кровь с ядом
и яд отсосали, как некоторые, значит, знатоки нам пишут, что «О, нет, отсасывать из ранки не надо, во-первых, это бесполезно, яд уже всосался». Да сейчас всосался. Змея укусила, часть яда, значит, выливается наружу. Не все там сразу всосалось-то. Как оно там всосалось-то? Вот. Во-вторых, да, значит, постараться все это хозяйство выдавить. Да. Вот. Но бывают, конечно, случаи, когда змея, значит, крупная. Если жалить, допустим, в руку, есть риск, да, потерять руку, кисть там и так далее. Потому что получается яда на ткани слишком много. Вот. Поэтому здесь опять же нюансы, нюансы, нюансы и нюансы. Вот. Так, ну, паника, если началась, блин, не знаю, обычно рекомендуется либо пристрелить, либо просто вырубить человека. Все. Как его там еще успокоишь? Песня даже есть у Высоцкого. Да, если парень в горах, значит, оступился и в крик, значит, нам такой не нужен, да? Так. Рабочий день 12 часов. Работа офисная. Вечером боли в органах малого таза. Как можно облегчить состояние или проще поменять работу? Значит, вообще, да, лучше всего поменять работу. Но есть такая штука, как производственная гимнастика. Если делать ее каждый час, вот, а по нормам у нас все-таки каждый час должен быть перерыв примерно на 5-10 минут, вот, по санитарным нормам, то надо делать гимнастику, соответственно, хотя бы там приседания и так далее. Так, от дичи. Часто заражена глистами. Как обрабатывать? Тепловая обработка. Только тепловая обработка. Хорошая, качественная тепловая обработка. Мясо должно быть выварено тщательно, либо прожарено хорошо. То есть, таким образом, чтобы мясо было там с кровью, допускать категорически нельзя. Вот. С рыбой примерно так же. Только качественная тепловая обработка, либо, соответственно, солевая обработка, но там значительно дольше. Вот. В некоторых случаях с рыбой работает, например, промораживание, но не со всей рыбой. С пестархозом так не работает. Так, на сайте у меня есть по этому поводу, там в том числе и рецепты даны, каким образом все это дело обрабатывать. Как готовить это все хозяйство. Так, содержит ли мясо дичи витамин железа? Значит, смотрите, у нас есть железо, да, а витамин, который способствует усвоению железа, называется аскорбиновая кислота или витамин С. А он есть практически везде. Особенно в крови. Вот. Так что все там есть. Единственное, что мясо птицы, оно все-таки не так у нас усваивается хорошо по одной простой причине. Все-таки птица имеет внутреннюю температуру другую, поэтому аминокислотный состав у нее немножко другой, вот, этого мяса. И, соответственно, значительно меньшее количество аминокислот оттуда организм может употребить для себя. Так, какой вид копчения рыбы, мяса лучше, полезней? Холодный, жидкий, горячий? Жидкое копчение я такого даже не знаю. Вот, я знаю холодное копчение и горячее копчение. То есть, либо холодным дымом, относительно холодным, либо горячим дымом. Ну, да, и то, и другое подходит. Жидкое, блин, это что, жидким дымом, что ли? Ну, это ж не копчение, это так, какость. Так, спасибо. Что-то из сказанного вами, конечно, делаем. То, что не знали, будем делать, пожалуйста. Так. Как спасти, сохранить аппендицит? Да практически никак. Сейчас, конечно, вышла новая установка медикам. Раньше они, значит, при первом же чихе в эту сторону
Сразу все врезали к чертовой бабушке. Сейчас они назначают кучу антибиотиков, выписывают человека домой, иди лечись, ешь туда-сюда. Но обычно заканчивается тем, что через год все-таки приходится вырезать. Вот. Потому что это все-таки слепая кишка, орган непроходной, вот. Воспалительный процесс там сохраняется. Если за год вы успеете почистить организм кардинальнейшим образом, то вполне у вас, возможно, получится и аппендицит сохранить. Вот. Но для этого надо все-таки приложить усилия, поменять, скорее всего, полностью рацион питания, вот, и образ жизни. Таким вот образом. Так, если больной трихомонозом кашляет, чеснок защитит? Нет. Отвар травы какой-нибудь? Нет. Понятно, что его надо лечить, но на вахте в одной комнате это не всегда возможно, да и не все поймут. Значит, ну, во-первых, лечить его самого, чтобы не кашлял. Вот. Если не поддается лечению, то подушечку ему. Значит, о себе, да, поднимать иммунитет. А так, в общем-то, без вариантов. Без вариантов. Лучше всего помогает сухое помещение. Именно сухое помещение. Вот. Все. Потому что вот эта зараза, она меньше всего любит сухость. Понятно, да? Чашку после трихомонозника можно вымыть, прокипятить, там, я не знаю, облучить, блин, в ядерном реакторе. После этого пить нельзя. Но если вы ее возьмете, просто высушите и оставите, значит, в сухом виде на 40 минут, после этого, пожалуйста, можно даже не мыть. Понятно, да? Трихомонозом уже не заразитесь. Так, что у меня, кстати говоря... Так, надеюсь, телефон не скоро еще сядет. Так, дальше. Температура, что описано выше, это все-таки инфекция. Других вариантов нет. Психосоматика, конечно, может давать все, что угодно, но так, чтобы до 37,7, ребят, нет, без инфекции там не обошлось. Вот, 37,0, 37,2, ну 37,3, сульфиберилкол. Давать она может. Так, чтобы 37,7, я такого еще ни разу не встречал и даже не слышал о таком. Так, мускатный орех галлюциноген, есть ли от него польза, какие приправы несовместимы? Несовместимы с чем? Мускатный орех, как сказать, польза от всех специй есть. Опять же, в зависимости от дозировки. Все есть яд, все есть лекарство. Вот. Все приправы совместимы друг с другом, например. Они все являются природными антибиотиками в первую очередь. Именно в этом их ценность. Индусы без этого выжить не могут. Они все едят с карри. Либо желтый карри, либо красный карри. То есть в основе либо шафран желтый, либо шафран красный. Но, нет, во втором случае, если красный, там шафрана меньше, там больше паприки идет. Но в любом случае у них туда, кроме этого шафрана, еще столько всего намешано, что мама не горюй. Китайцы, значит, прочие тайцы и вьетнамцы, они спасаются перцем. Вот. Они спасаются капсаицином. Все. Это природный антибиотик. Без вариантов. Все прекрасно совмещаются. Так. Пользовались ли вы клеем для ран? Дадите ли рекомендацию, если содержимое смешать с красным перцем? Клеем для ран пользовался. Значит, соответственно, там, если ранка-то маленькая, то и перец туда нафиг не нужен. Это чисто так. Вот. Если перец нужен, если рана достаточно крупная и, соответственно, клеем, ты там уже не обойдешься. Вот в этом случае да. В этом случае, значит, нужен перец.
Вот. Но опять же, не вот такой вот, как в магазине в пакетике, а нормальный кайенский, причем чистый кайенский. Вот. Но при этом всем я даже встречал аллергию на вот этот вот BF6. Что характерно. Даже аллергию такую видел. Спасло человека, пошла аллергия по конечности, по пальцу. Вот. Чистый тиосульфат натрия, конечность туда, пальцы в этом хозяйстве. Блин, человек у меня ходил, ничего, все прошло, все вытянулось. Так, как записаться на консультацию? На сайте, там заходите, слева зеленая кнопка такая есть. Записаться на консультацию. Что делать, если выпил метиловый спирт, омывайку для стекла? Ну, 2 пальца в рот в первую очередь. Потом много воды. Вот. Потом, соответственно, желательно тиосульфат натрия. Тиосульфат натрия у нас все-таки в первую очередь самый мощный детоксикатор. После феррана. Вот. Лучше всего, конечно, ферран. Опять же. Поэтому дешевле вообще не бухать. Да. Так, жестко. Ну а куда деваться-то? Если мизя укусила, блин, там жесткие вещи. Если, блин, в горах и кто-то в панику впадает, хорошо, если только он, значит, вниз башкой улетит. А если он еще и кого-нибудь за собой утянет? Вот. Я по горам лазил, рос я в Грузии. Что такое горы, я знаю хорошо. Вот. Так что такое, блин, просто вот здесь, например, в Удмуртии пацанва ходила в лес там по грибы, по ягоды из деревни. Вот. Брали с собой там что, пакет, лукошко, блин, что-нибудь в этом роде, ножичек. Я, соответственно, ходил пацаном, школьником, там лет 12, 13, 14, брал с собой, ну да, несколько разных пакетов, брал с собой фляжку с водой, брал с собой нож обязательно, крепкий длинный ремень и крепкую же, соответственно, веревку, которую обматывал вокруг пояса, вот, и все, она не чувствовалась. В лесу сразу же вырезал рогатину, вот, небольшую, очень хорошо помогала от змей, например. Все, собственно. И там лазили, шарахались, где только не ползали. Вот. Так, что делать, если часто начинаются приступы страха, паники? Обратиться к кардиологу, скорее всего, проблемы с сердцем. Скорее всего, проблемы с сердцем. Так, можно ли узнать ваше мнение о хламидии, метода воздействия на ону, особенно при подавлении трихомонады, в которой она протестировала? Еще раз, хламидия сама по себе не живет. Если трихомонаду вы грохнули, хламидия дохнет сама. Все. Особенно после того, как вы грохнули трихомонаду метронидозолом соответствующими дозировками. Там у вас лейкоциты, вот эта вот вся толпа лейкоцитов, которая раньше боролась с трихомонадой, она теперь с радостным визгом начинает, значит, откручивать башку вот этой самой хламидии. Вот. Собственно, все. Там все просто. Так. Ну, насиловать себя не надо. Если яйца не идут, лецитин не идет, значит и не надо, собственно. Ничего страшного, подождите 2 недельки, 3 недельки, месяц. Вот, и снова все пойдет. Так, по поводу живой мертвой воды. Это которая электролизером получается. Не стоит заморачиваться. Просто не стоит заморачиваться. Достаточно других средств с, как сказать, с внятным механизмом работы. Вот, живую воду на себе испытывал. Ну да, энергии было много, бегал, через ступеньку прыгал,
закончилось повышенным давлением. Вот. Просто так организм стимулировать не получается. Так, подтвержден диагноз эпистархоз. Насколько эффективно лечение бильтрицидом или этот препарат принесет больше вреда печени? Бильтрицидом, значит, эффект лечения 90%, повторное лечение возможно через год. Осиновой корой эффективность лечения 80% от одного курса. Повтор лечения возможен сразу же после окончания первого курса. Таким образом, благодаря наложению одного курса на другой, в течение 3 курсов, и ты бишь полугода, вы эпистархоз выявите гарантированно. Данные не мои, данные у нас соответствующего института, который изучал свойства осиновой коры. Все. Собственно, осиновая кора у нас и была, не то что придумана, рекомендации по осиновой коре были даны вот этим институтом непосредственно по эпистархозу, как раз таки, применительно к эпистархозу. Все. Так, дальше. Неправильный ответ по поводу приступов паники, страха – это сужение сосудов, проблемы с давлением. А сужение сосудов, проблемы с давлением – это не проблемы сердца, не? Что, у нас сосуды отдельно, сердце отдельно, давление отдельно, значит, сердце отдельно. Уважаемые, вы странные какие-то вещи говорите здесь. Так. Дальше. Давний хондроз в области левой лопатки. Так, воспаление, когда простужается, также сильно хрустят, трещат суставы. Когда болит, стягивает позвоночника до шеи. Но это, скорее всего, вам требуется все-таки к нормальному мануалисту, потому что где-то у вас там идет защемление. Хроническое защемление, которое дает вот эту вот всю симптоматику. Суставы трещат, хрустят, скорее всего, это не хондроз, это нехватка воды. В первую очередь, обезвоживание дает такую симптоматику. Так. Очень много жировиков начало выходить. Порядка 30 штук уже. Имеется в виду липомы, что ли? Или жировики в бытовом смысле? Не совсем понятно. Опять же, воды нехватка, однозначно. Нехватка воды, нехватка, соответственно, этих жирорастворимых витаминов и нехватка животных жиров. Так. Что необходимо для лечения депрессии навсегда? Знаете, у меня вот только такой один ответ. Много каннабиса и прыжок с крыши. Собственно, все. Вам будет весело в самом начале, и депрессии будет больше никогда. Все остальные варианты предполагают, что периодически что-то с вами будет случаться. Просто по факту того, что вы живете. Понятно, да? Вот. Не надо это все считать призывом к суициду, потому что это то же самое, что от головной боли лучше всего помогает топор. Ясно, да? Так. Можно ли дышать красным перцем сухим или запаренным через силу? Не, лучше не надо. Зачем? Я все понимаю. А смысл? Если уж на то пошло, вы его лучше тогда жгите и дышите дымом. Будет значительно эффективнее. Вот. Так. Если трихомонада любит лишь влажную среду, не то, что она любит влажную среду, она не переносит сухую. Так, означает ли это, что хамам не показана, сухая парная то, что надо? Нет, не факт. Вы же себя не высушите. Вот ведь в чем дело. А то, что она в воздухе есть, нет, это лишь временное явление. Вы вышли сухой парной и погрузились в ту среду, где дышат люди. Вы же не будете жить постоянно в сухой парной. Она же в вас. Так ли важно есть молочную кашу именно на завтрак? Молочную кашу есть важно
только совсем маленьким детям, и то не всегда. Совсем не всегда. А уж тем более на завтрак. Не знаю, я молочную кашу вообще не ем. А если ем что-то себе, если готовлю что-то себе молочное, вот, то обычно оно у меня идет не сладкое, а соленое и с перцем. Вот. Если уж на то пошло, если уж так хочется. Так, дальше. Постоянно закладывает одну ноздрю, пью имбирный чай, много ем чеснок и так далее, но проблема остается. Ну, возможно, у вас искривление носовой перегородки. Имбирь, естественно, эту проблему не решит. Так, моей внучке 9 лет. С детства жалуется на боль в коленях. Доктор сказал, все нормально. Ребенок часто жалуется на боль. Блин, 9 лет это тоже детство. С детства это с какого возраста? Как быть, подскажите, пожалуйста. Опять же, в каком климате живете? Кто по национальности? Потому что здесь очень много таких нюансов. Например, у нас средние азиаты, вот, то есть казахи, узбеки, киргизы, таджики, туркмены и так далее категорически не любят, например, Закавказье. Там не просто тепло, там еще и влажно очень. Вот. К примеру. Вот. Точно так же, соответственно, люди, которые уезжают некоторые там на Кавказ, Закавказье, Краснодарский край, там Грузия, они иногда подхватывают себе, да как же это, как раз таки, да, когда суставы болят, блин, вышибло из памяти. Ну, в общем, проблемы с суставами. Вот. Уезжают обратно в сухой климат, все восстанавливается. Так что здесь могут быть индивидуальные особенности, например. Поэтому лучше на консультацию подробно расскажете, а так я же не гадалка, гадать не буду. Вот. Так, если при гипотиреозе, так, ТТГ доведено до нормы, можно ли считать, что организм функционирует нормально? Так, мерзлость ног, сухость кожи. Ну, в принципе, организм функционирует нормально по ТТГ, но нехватка жирорастворимых витаминов, сухость кожи, да, например, тех же самых витамина А, витамина В, витамина Е, значит, ну, в принципе, да, кожа, витамин В в том числе. Вот. Мерзлость ног, скорее всего, нехватка воды идет. То есть, что-то там еще не хватает в организме. Не зря же изначально проблемы какие-то были с щитовидкой. Вот. Надо смотреть здесь. Лучше всего компенсировать жирорастворимые витамины при помощи рыбьего жира. Вот. Да, причем не в капсулах, а так, чтобы лить в ложку. Если совсем опротивил и не лезет, значит хорош, надо делать перерыв. Так. Какую воду можно пить? Какой фильтр посоветуете? Никакой фильтр не посоветую, я в них не разбираюсь, потому что по большому счету у меня, например, скважина буренная на песок. Вот. У меня стоит обычный фильтр, значит, прогонный. Все. Дальше вода идет известняковая, но я в чайник добавляю просто лимонную кислоту, щепотку 1,5. У меня получается цитрат кальция вместо извести. То есть осадок исчезает, зато я получаю кальций в ионном виде. То есть биологически усваиваемый. Понятно, да? Так. Артезианская тоже хорошо. Так, в одном из роликов рассказывал, что купались, так, в реке Иртыш купался, где именно, что вас с ним связывало? Ну, в Омске я жил. Прожил я там почти 2 года.
Я там учился. Вот. Набережная возле, сейчас скажу. Вот там на одном берегу раньше стояла школа милиции. Потом ее заново отстроили на другом берегу. Вот старая школа милиции на одном берегу, а почти напротив нее, но на другом берегу, стоял какой-то комбинат химический, что-то там, по-моему, с хлором было связано. Вот, по-моему, примерно напротив вот этого самого комбината я где-то там с набережной-то и купался, в общем-то. Вот. Так, да. Я ж говорил уже, да, я ж как бы это бывший мент, насколько это возможно вообще быть бывшим. Вот. Так что я там учился. Так, подскажите максимальную дозировку йода на стакан молока. Опасаюсь травануться. Ну, 15-20 капель, в принципе, максималки вам будет абсолютно достаточно. Так. Что сердце может быть? Сердце может быть все, что угодно. Может банально не хватать магния. Понимаете? Вот. Элементарно. Причем магнелис, например, в этом случае не подходит. Например, хорошо работает... Ой, сейчас, секундочку. Я вам покажу вот это хозяйство. Этот препарат. Так, где он у меня? Да. Фаза стабил. Вот. Фаза стабил, к примеру. Что-то как-то перенервничал. Меня, соответственно, медики взяли, назначили вот это хозяйство. Здесь гидроксид магния. Вот. Собственно, все. Элементарно, не хватает магния сердцу. Пожалуйста. Так. Если папилломы, родинки на шее, что делать? Это же папиллома вирус, что вы скажете? Это в первую очередь глисты. Еще раз повторяю, ребят. Любые болячки в вашем организме возможны только на фоне гельминтоза. Только на фоне гельминтоза. Если что-то у вас вдруг на коже начало плодиться, это говорит о том, что эти же самые папилломы у вас есть и в кишечнике. Это так называемое семейственное заболевание, вот эти все папилломы. То есть, если хоть одна есть, значит, кроме нее есть еще где-то остальные. То есть, они живут пачками, семьями так называемые. Не то, что, значит, у одного в семье появилось, все остальные тоже заразятся. А то, что если вот это хозяйство есть здесь, значит, оно будет и в другом месте точно так же. И это возможно только в том случае, если у вас гельминтоз. Как только вы покончите с гельминтами, особенно с крупными гельминтами, которые живут в тонком кишечнике, которые живут в 12-перстной кишке, вот, так у вас папилломы пройдут сами. Вот. На то, чтобы они прошли совсем, может потребоваться год, 2 года, потому что это все-таки соединительная ткань, и ей рассосаться не так-то просто. Вот. Они будут сохнуть, они будут отваливаться, они будут рассасываться и так далее. Но с этим борются. И никакой папилломавирус этим папилломам не поможет, если глисты кончились. Понимаете? Еще раз, ничто так сильно не садит иммунитет, как гельминтоз, как глисты. Вот и в чем дело. Ребятки, я знаю, о чем я говорю. Я общаюсь с людьми достаточно регулярно, и они мне такие вещи рассказывают, они мне такие фотографии присылают. Так, голова болит, как точечно за ухом, в виске. Ну, голова это кость, болеть она не может, в принципе. Вот.
Если что-то болит, это значит спазм сосудов. Вот. Болят именно сосуды. Соответственно, грязная кровь. Все. Правда ли, что триггерсы на спине создают межпозвоночные грыжи, или это паразитарная армия? Так, еще раз. Как только вот есть у вас хрящевой диск между позвонками, это прокладка, которая позволяет вашим позвонкам каким-то образом двигаться. Раз. Это эластичная прокладка. Она в том числе работает на сжатие. Она компенсирует удар. Когда вы скачете, прыгаете, особенно на пятки, например. Вся вот эта вот система, вот этот изгиб позвоночника в пояснице, вот этот вот изгиб позвоночника в грудном отделе, значит, вот этот изгиб шеи, вот эти вот эластичные диски, это все предназначено для того, чтобы сохранить ваш мозг, не дать ему, значит, каким-то образом там повредить. Понимаете? Потому что он очень нежный. Говяжьи мозги когда-нибудь видели? Вот, это такие же мозги. И не дай боже их вот так вот просто взять, на стол уронить, что будет? Месиво, блин, получается. Уже. Даже с небольшой высоты. А человек может спрыгивать с высоты своего роста, 2 ростов. Вот. Вот это вот все, оно призвано компенсировать ударную нагрузку. Всего лишь. Если, например, трихомонада перфорирует вам вот эти вот диски, соответственно, они перестают держать вот эту нагрузку и начинают что? Деформироваться. Когда на них идет сжатие, их раздавливает, они расплющиваются, вылазят, вот вам грыжа. Это очень простой механизм. Это то же самое, что есть вот второпластовая прокладка, на которую, значит, какой-то механизм дает. Отперфорируйте эту прокладку. Что получится? Она будет плющиться, ее начнет выдавливать в стороны. Понимаете? Здесь вот все то же самое. Поэтому здесь без трихомоноза не обходится в принципе. А трихомоноз возможен только на фоне гельминтоза. Без вариантов. Как вы смотрите на процессы гипертермии, воздействие ее на микроорганизмы? Ну, хорошая штука гипертермия, когда правильно делается. В принципе, я про нее уже рассказывал. Когда у нас там в понедельник должен выйти ролик как продолжение, значит, не потеет только мертвый, там как раз будет, по-моему, про гипертермию. Нет, в 3-й части будет. Да, в 3-й части будет про гипертермию. Вот, так штука, да, хорошая. Так, дурман трава, дышать дымом, дым от семян. Дым от семян, говорят, дурман травы. Опыта работы с белладонной у меня нет. Вот. Там дышать дымом семян дурман травы и глаза окуривать, говорят, помогает для зрения. Но, блин, в этом году я опять не сподобился никуда съездить, ничего набрать и так далее. Да. Рыбий жир начинала пить 2 раза в капсулах, сразу же появлялись симптомы простуды. Очень интересно. Симптомы простуды какие? Сопли, чих, что там? Что у вас? На фоне чего? Я так не скажу. Надо подробностей больше. Вот. Надо больше подробностей. Так, Аленгар Ибн ДД. До свидания. Так. Как победить трихомонаду, что нужно принимать? Ну, в принципе, на сайте у меня об этом есть. У меня есть на ютубе, у меня есть на сайте материалы по трихомонозу. Вот. Там это несколько печатных страниц, поэтому проще туда зайти, почитать, чем я буду все это дело пересказывать. Так, о чем говорят постоянные позывы к мочеиспусканию ночью 3-4 раза за ночь. Воды пила разное количество, картина та же.
В первую очередь надо делать УЗИ, смотреть на объем мочевого пузыря. Может, есть какой-то воспалительный процесс. Вот. Может, есть опущение органов. Я не знаю ведь ни вашего возраста, ни вашего состояния здоровья. Здесь подробности нужны. Вариантов здесь много. Вот. Единственное, что по тексту я могу понять, что пол женский. Собственно, все. Так, как правильно употреблять хвощ в качестве источника кремния? Хвощ в качестве источника кремния правильно употреблять в начале лета, в конце весны в свежем виде. Тогда же, пока он еще не стал деревянным, пока он еще съедобен, нормально жуется, молодой, его можно собирать и квасить. Точно так же, как капусту. В катках, в банках. А потом, соответственно, доставать и есть. Вот. Добавлять в салаты, добавлять в супы. Собственно, раньше его так и заготавливали. Вот. Зимой, соответственно, ни настой, ни отвар. Зимой его надо распаривать, разваривать, а потом жевать и глотать. Без вариантов. Так, могут ли рассосаться жировики, липомы, шишки под кожей, если начать принимать? Обычно нет. Вот. Обычно, если начинает каким-то образом мешать все это хозяйство, удаляют хирургическим путем. Если это хозяйство не мешает, в таком случае обычно оставляют. Вот. Все. А так, чтобы они рассосались, ну, такое бывает, в общем-то, достаточно редко. Был такой Сергей Петрович хороший, вот, который делал интересную настойку. Вот. Ну, там вроде как она действовала. Но, к сожалению, его давно уже нет с нами. Да, секрет, как всегда, ушел с ним. Так, какое оптимальное количество сна требуется человеку? Вы знаете, ребятки, во-первых, все индивидуально, но по детям скажу сразу. Детям требуется 10-12 часов в сутки сна. Иногда больше, когда нагрузки вырастают. Взрослому человеку, в принципе, индивидуально. Ну как взрослому? Пока организм растет, а это, соответственно, у мужчин примерно до 27-28 лет, точно так же сна может требоваться больше, например, чем 8 часов. 8 часов это сильно усредненная величина. А так и 10 часов запросто может требоваться. А взрослому человеку там старше 30 до 50 лет, опять же, в зависимости от нагрузки физической, эмоциональной, психической, стрессовой нагрузки, может требоваться сна там от часов там достаточно 4-5 в сутки до там 10-12 часов в сутки. Опять же, зависит от состояния организма. Вот. Понимаете? Сон – это лекарство у нас, а не просто восстановление сил. Если человек здоров, то здесь опять же все очень и очень сильно индивидуально. В Китае, когда были, значит, там 3 недели мы работали в режиме, сон был в лучшем случае 4 часа в сутки. В остальное время мы работали, очень была высокая эмоциональная нагрузка, интеллектуальная нагрузка была очень высокой. Блин, составлять договоры с китайцами, мама дорогая, это, блин, по-моему, с марсианами проще. Или все то же самое будет. Вот. Это абсолютно не тот язык. С немцами было бы значительно проще. Вот. А с их образным языком не договоры составлять, а стихи писать о птичках, там, цветочках и бабочках. Вот. И тем более на технические темы. Ничего, спали по 4 часа в лучшем случае, 3 недели. Выжил. Да. Опять же, значит, берете мелатонин, допустим, да, перед сном.
Если мелатонина, с дозировкой мелатонина угадали, то есть это где-то в районе 1 миллиграмма 1,2 миллиграмма перед сном, ну, значит, вам для полноценного сна будет абсолютно достаточно 6-8 часов. Если переборщили, будете спать весь день. Вот. Так. Если есть глисты у кого-то в семье, значит, надо лечить всю семью с домашними питомцами. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, у дочери 4 года с рождения, мешки под глазами. Врачи говорят, ничего страшного, с сердцем проблема. У апа чего у нас? Так, не закрыт этот клапан, что ли, там? Так, малый вес, грудная клетка очень узкая. Ну, кормить надо нормально. Кормить надо правильно. Значит, сердце говяжье, сердце свиное лучше всего тушить. Лучше всего свиное сердце. Там не такой жир деревянный. Тушить. Понемножку давать грамм по 30 в день тушеного сердца абсолютно достаточно. Значит, но чтобы было хоть по чуть-чуть, но каждый день. Подобное лечи подобным, это про это как раз таки. Вот. Постепенно пройдет. Грудная клетка узкая. Ну, для этого, в принципе, есть соответствующие упражнения. Вот, там дыхание, расширение диафрагмы и так далее. Это все есть, это все лечится. Мешки под глазами могут быть связаны с почками, могут быть связаны, да, с сердцем, в принципе. Но еще раз говорю, здесь мне остается только гадать, слишком мало информации. Где найти семена дурмана? Так, в поле брать дурман траву и трясти ее, как буратину, за ноги. Семена с нее-то и посыплются. Так. Так, может это симптом аллергии? Может быть, но вряд ли. Так. Почему болит перелом кости перед дождем, если даже прошло 10 лет? А потому что электропроводность другая. Вот в этом месте, где перелом сросся, у вас совершенно другая электропроводность. Перед дождем у нас меняется что? Меняется давление, влажность воздуха. То есть электропроводность воздуха меняется. Опять же, в том числе достаточно резко. Организм реагирует вот таким образом. Все очень просто. Поэтому еще через 20 лет будете предсказывать погоду для внуков. Вот. Так. Что скажете по хиджаме? Да ради бога. Вопрос только второй, что смысл-то? Ну смысл-то? Крови выходит очень мало. Я понимаю, когда кровопускание делали, значит, раньше там скальпелем по вене, значит, там слили литр примерно, да, и товарищ там не то что бледный, а вообще голубой весь такой красивый, валяется, не в состоянии встать. И его начинают интенсивно кормить соответствующими продуктами для того, чтобы снова кровь наработалась, да, и идет интенсивное обновление крови, как бы, наработка крови. Тут я еще как-то понимаю. Но когда вот совершенно небольшое количество крови пускают, не вижу смысла. Не вижу. Хотя кому-то помогает, ради бога. Если помогает, что ж, очень хорошо. Так. Кашель. Так, сын 12 лет, кашель 2 недели, не прекращается. Жена 3 дня также кашляется. Так, ну, еще раз, это на консультацию лучше всего. Вот так вот я вам не скажу. Это надо корректировать питание в первую очередь. А так вообще воды. Вода горячая, много.
лучше всего снимает кашель. Просто горячая вода лучше всего снимает кашель. Самое главное, никакого сахара, никакого молока. Никаких сладостей. Так. Возможно ли уйти от лечения блокаторами ФНО при артрите? Да, можно. Так, какие анализы вы рекомендуете на постоянной основе и обязательно их цикличность? Общий анализ крови. Общий анализ крови. Если есть подозрение, что вы чем-то болеете или чем-то можете заболеть, тогда, в принципе, лучше всего делать анализы каждые 3 месяца. Но желательно, чтобы на следующий год анализы делались в тот же самый период. То есть, если в начале лета, то в следующем году тоже в начале лета. Там, в начале июня, значит в начале июня. Строго так. Все. Без вариантов. Только в этом случае можно отследить какую-то тенденцию. Вот. Опять же, достаточно много зависит от лунного цикла. Опять же, достаточно много зависит от питания и так далее. Но для того, чтобы отследить тенденцию какую-либо, в принципе, вот 4 раз в год для любого достаточно. Основное правило это делать в одной и той же лаборатории, чтобы было на одном и том же оборудовании все это хозяйство. Разное оборудование, там разные допуски, разные данные. Здесь у нас, финансовые данные по Луне, здесь данные по Венере, а здесь вообще по Марсу, смотришь, и что вот это как сводить, хрен его знает. Вот. Так, чем питаться зимой, чтобы не мерзнуть? Вода. В первую очередь много воды. Сало, хлеб, сладкий чай. Не надо сладкий чай, Замучили уже с этим сладким чаем. Поймите, наконец, что сало вам даст значительно больше калорий, чем сахар. Эскимосы ж сало жрут, тюленья. Нормально. Никакого сладкого чая. На льдине. Да. Вот. А так, в принципе, где-то у меня есть на сайте рецептик, как очень быстро поднять морозоустойчивость. Там, по большому счету, требуется в первую очередь поднять количество глицерина в крови. Вот. Потому что количество глицерина в крови определяет как раз-таки в первую очередь нашу мерзлявость. Либо мы, соответственно, этот глицерин получаем расщеплением собственного жира, и для этого нам требуется его окислить, вот, а для этого и расщепить, для этого в любом случае требуется вода. Либо нам, соответственно, для этого требуется алкоголь, например, водка. Вот. То есть, когда поели плотненько, хорошо, жирной пищей, вот, хряпнули грамм 30-50, пошли на мороз. Не успели там замерзнуть, забежали, значит, или только начали мерзнуть, забежали обратно, опять, значит, хлопнули грамм 30, закусили все это хозяйство салом, вот, или жирным мясом, тушеным, например, с картошечкой, и обратно на мороз. 3 раз в течение там часа-полутора все, у вас вопрос решен с этим хозяйством. При этом всем самое главное в этом всем не допускать опьянения. Вот. Когда водки мало, сала достаточно, тогда ни запаха алкоголя от вас нет, ничего. Вот. Понятно, да? Это как раз таки рецепт одной из бригад, приехавшей на вахту. Ну, приехали они с Краснодарского края на север. Там еще лето, а там уже зима. Им надо было срочно акклиматизироваться. Все. Единственное, значит, был вопрос у начальства, бригадир сказал, проблем не будет. Акклиматизируемся, и все будет нормально. С этим делом завяжем. Так.
Так, вместо зубной пасты, говорил уже, зубной порошок и соцветия гвоздики. Жевать аккуратно. Так, товарищи, активнее поддерживаем лайком и не только лайком. Как говорил у нас, значит, дядя Мойша из Одессы, лучше маленький доллар, чем большое спасибо, да. Так что, если кто хочет поддержать, поддерживаем. Вот. Опять же, значит, скоро выйдет у меня видео, уже отснято, материалы уже у админа, у Николая. Вот. По крови. Пустил себе кровь, размазал ее, значит, по предметному стеклу, сунул все это хозяйство под микроскоп и, соответственно, разглядывали, что там куда бегает. Вот. Ну, у меня, к сожалению, кроме эритроцитов, больше ни хрена, собственно, и не бегает. Вот. Причем и те слипаться даже не норовят в столбики, что характерно. Но, к сожалению, там было увеличение всего 160 крат. Вот. Немного. Вот на темнопольном микроскопе, да с увеличением там, соответственно, крат там 1500-2000-3000 тысячи, вот это было бы интересно. Но темнопольный микроскоп у нас стоит, собака, что-то за 30 с чем-то тысяч, блин. Дороговатая игрушка. Дороговатая, да. Так, знакома ли вам книга Батман Кхелиджа «Ваше тело просит воды»? Нет, не знакома. Но тело воды просит всегда, это я согласен. У меня у самого есть видео на час примерно. Вода, только про воду. Так, подскажите, пожалуйста, по хлебу. Делаю сама, зерно цельное из мельницы, вода, соль на сковороде. Этого достаточно? В принципе, да, достаточно. В принципе, достаточно. Это нормально, стандартная, классическая лепешка получается. Вот. Нормально. Почему посидели волосы в 30 лет? У меня двоюродная тетка, да, посидела вообще в 27 лет. Потому что по семье вот так вот. Что отец у нее, что сестры у отца, значит, все вот так вот рано сидят. Вот такая особенность организма. Все. Мне 46, ну так, соль с перцем уже. Вот. Все строго индивидуально, по большому счету. Так, началась аритмия у девочки 13 лет. Это возрастное или надо разбираться? Это надо разбираться, возрастное это или не возрастное. Так я вам не скажу. Надо смотреть, как живет, чем питается, что происходит с организмом, вот, и так далее. Так не скажу. Так, если сделать антигельминтную терапию, то автоматически погибает вся трихомонада из организма? Нет, не автоматически. Значит, если вы делаете дегельминтизацию, проводите, то вы выводите в первую очередь глистов. А трихомоноз, соответственно, лечить надо отдельно. Либо меняете образ жизни, меняете образ питания, фактически зацикливаетесь на этом, не допускаете образования, значит, размножения глистов в дальнейшем, и постепенно, да, количество трихомонад в организме будет снижаться. Но на это уйдут годы. Вот. Так. Может ли черный чай без сахара обострять боли в стопе? Не знаю. Ничего не могу сказать на эту тему. В принципе, организм, он закисляет. Боль у нас обычно, когда острый воспалительный процесс. Вот. Воспалительный процесс, это всегда связано с закислением. То есть, теоретически, да, связь есть. Если на практике, даже гадать не буду. Так, как снять приступ тахикардии каенским перцем? Перцовой настойкой. Перцовой настойкой.
Да, пару кубиков. Ну, внутрь, туда, в рот, а не куда-нибудь внутримышечно. Так, темнопольный микроскоп это круто, это да. Рационально пойти сделать на нем обследование. В принципе, рационально, но только в том случае, если у того, кто делает анализы, как минимум под руками есть атлас свящевый, как раз таки сделанный для темнопольного микроскопа. Вот. Тогда, да. И потом лучше всего смотреть большой толпой, что получилось. Не сразу, то есть надо брать снимки, или, значит, лучше всего сразу писать видео. Компьютеры у нас это нынче позволяют. Вот. И через некоторое время, минут через 15-30, несколько раз повторно смотреть, чего там наснимали. Потому что, еще раз говорю, это, блин, какая-то мистика, ребят. Когда смотришь живьем на микроскопе, практически ничего не наблюдаешь, кроме эритроцитов. Когда начинаешь смотреть повторно все это дело, через некоторое время, там минут 10-15, с удивлением обнаруживаешь что-то еще на тех же самых снимках, вот, а кроме эритроцитов. Чуть позже еще начинаешь обнаруживать, причем зачастую это начинают обнаруживать люди, которых ты позвал поглядеть вместе с тобой. А вот это что, а где? А вот, ёпарасоте, точно, а я же этого не видел. 2 раза смотрел, вот, в 4 глаза, а не видел. Понимаете, вот эти паразиты на самом деле, я не знаю, это называется, отводят взгляд или маскируются, или еще как-то, но вы их не видите. Но потом, когда они, соответственно, там, на предметном стекле уже сдохли, вот потом вы их начинаете видеть на фотографии. Это не один раз проверено. Понятно, да? Вот. Так. Какие ароматизаторы полезны? Полезны ли они вообще для освежения комнаты? Для освежения комнаты полезен свежий воздух. Но здесь, да, это надо либо жить на природе, либо жить высоко. Здесь у меня, вот, слава богу, 13 этаж, самая высокая точка города. Выше меня только 14 этаж, вот, и птицы. Недавно выступала пилотажная группа стрижи, они здесь у нас летали над прудом. Они летали ниже моего балкона, да, что характерно. Вот. Сплю с открытым окном прекрасно. Для освежения комнаты ничего лучше свежего воздуха еще не придумано. Так, если у человека трихомонада, надо лечить антибиотиками? Абсолютно верно. Конкретно трихополом. Если иммунитет ослаблен, там же еще дисбактериоз начинается. Обязательно начинается. Соответственно, после того, как пролечили организм от трихомонады, требуется восстановление микрофлоры. Все верно. Так, если у женщины первая группа крови... У меня, если что, все эти курсы на сайте есть. Там все как положено. Детоксикация с дегельминтизацией идут первыми. Потом идет противопаразитарка, то есть противотрихомонадный курс. И 4-й идет биотика, там идет восстановление микрофлоры, восстановление, значит, вообще иммунитета, формирование иммунитета, запитка организма витаминами, минеральными веществами, вот, и т.д. и т.п. вплоть до цитаминов. Все там уже предусмотрено. Так, если у женщины первая группа крови, отрицательный резус, врачи говорят при беременности вводить иммуноглобулин для предотвращения резус-конфликта. Что думаете по этому поводу? Я думаю, что это все чушь, бред и ересь. Ничего вводить не надо. Но, еще раз, я вам ничего не говорил. Понятно, да? Думайте сами, решайте сами. Так. Лилия Семенова, добрый вечер, дам. Так, как можно вылечиться от кисты на яичниках? Ну, можно вылечиться. Как? Ну, не в рамках этого стрима, а рассказывать достаточно долго. В принципе, только что говорил. Все для этого на сайте есть.
либо составлять индивидуальный курс полный. Непосредственно под нее. Без Феррана точно не обойтись. Так. Так. Чем помочь себе? Вторую неделю болит колено, не постоянно, как будто что-то неудобное в нем при некоторых движениях. Ну, димексид с эфирным лавандовым маслом. В первую очередь. Рецепт есть на сайте. Так. О, 100 минут прошло. Очень хорошо. Ой. Тут-то я чувствую, что у меня уже это... Так, ребят, сейчас эфир, наверное, немножко прервется. Я сейчас посмотрю, что у меня тут осталось заряда на телефоне. Нет, не прервется, 32%. В принципе, еще разговариваем. Эфир веду до тех пор, пока либо сам в состоянии либо говорить, либо соображать, либо телефон еще пашет. Так, дальше. У меня перелом пяточной кости со смещением. Лечусь по вашему видео. Операцию не делал. Нога не болит, только отек. Через какое время начинать разрабатывать ногу? Ну, в принципе, через... Так, лангета не гипс, могу шевелить пальцами, крутить в суставе. Ну, так вот, вы уже разрабатываете ногу, в принципе. Это оно уже и есть, собственно. Моментик такой. Если йода в организме достаточно, то, соответственно, все это хозяйство у вас в течение 2 недель точно срастется. Если йода в организме недостаточно, соответственно, может быть и дольше. Поэтому рентген вам поможет понять, срослось или не срослось. Все очень просто. Чем меньше, соответственно, в гипсе, в лангете, чем меньше по времени нога скована в движениях, тем, соответственно, проще ее потом будет разработать. Так, катушка Мишина – это биорезонанс или что-то другое? Так, катушка Мишина – это очередная какая-то идея фикс, которая не работает. Во всяком случае, в том ключе, в каком обещано. По поводу катушек Мишина, Сергей Качан, мой знакомый, который, значит, является научным сотрудником научно-технического института в Москве. Он любит делать разные опыты, проверять различные заявления. Значит, тех, кто ищет там альтернативные источники энергии, там бестопливные генераторы, кто создает. Вот он все берет, значит, копирует и проверяет, работает или не работает. Вот. По катушке Мишина брал он эти катушки, значит, делал эксперимент с ростками пшеницы. Вот там, где катушка Мишина, значит, обрабатывала эти семена, эти, значит, ростки периодически включали, там схожесть хуже, чем там, где вообще никакие катушки Мишина рядом даже не стояли. Понимаете? Соответственно, там, где было периодическое включение этих катушек Мишина, там схожесть средняя. Лучше всего там, где никаких катушек не было. Все, вывод делайте самостоятельно из этого хозяйства. Вот. Все очень просто. Все очень просто. Это точно так же, как делали эксперимент с этим самым серебром, коллоидным серебром, там, серебряной монетой в сосуде, там, несколько, значит, емкостей с водой, там, значит, точно так же бралось молоко. Вот в это молоко из одного пакета, да, 2 разных емкости. Вот сюда добавили коллоидное серебро, вот сюда не добавили коллоидное серебро. Теоретически там, куда добавили коллоидное серебро, молоко не должно портиться, очень долго, правильно? Ну, теоретически как бы так, у нас же антибактериальное вот это вот серебро-то, хрен там, молоко скисло одинаково. Что там. Все, вода точно так же, значит, зазеленела одинаково. Что с серебром коллоидным, что с серебряной монетой, что без оного. Ну, при этом всем, значит, те, кто использовал
те, кто использовал коллоидное серебро внутрь, чувствовали, значит, ухудшение состояния и четкое внутреннее ощущение того, что это коллоидное серебро организму лишнее. Принимать его не надо. Понимаете? Вот, пожалуйста. Вот, несколько человек делали все как положено. Ну, банальный эксперимент. Все. Работает? Нет, не работает. Точно так же, как некоторые с этими альтернативщики. Он все проверяет. Интересный парень. Канал у него свой есть. Так. Так. Выключать Wi-Fi роутер на ночь нужно? Влияет ли на здоровье? Ну, в принципе, лучше вырубить. Вопрос второй. А соседи у вас Wi-Fi роутер вырубают? А вы их сигнал принимаете? Вот у меня здесь, например, да, прекрасно ловится несколько этих самых роутеров. Вот, ноутбуком. То есть, кроме того, что у меня стоит в соседней комнате, от соседей сверху, от соседей снизу, от соседа за стенкой, я так подозреваю, они на ночь все это дело не включают. Так. Угу. Купил катушки Мишина, пользовался год, на близких проверял, результат нулевой. Кому надо, продам за полцены. Игорь Белл. Вы не еврей случаем? Мне, говорит, не помогает, продам за полцены. А что не за полторы? Так. Что думаете о матрице Горяева? Ничего не думаю, просто не изучал этот вопрос. Так, что скажете про полезные свойства калины? Ну, при сердце хорошо, во всех видах. Во всех видах хорошо. Так, ваше мнение о линзах ночной коррекции? Ну, такая штука есть. Не всем она подходит. Сразу скажу. У кого-то раздражение глаз начинается, у кого-то, значит, нервы слишком чувствительные. Не выдерживают вот этого давления на глазное яблоко. А так, ради бога, пожалуйста. Ради бога, пожалуйста. Так. Бестопливные двигатели существуют? Бестопливные двигатели? Да. Существуют. Например, гидротурбина. Это бестопливный двигатель. Так ведь? Ветряная турбина – это бестопливный двигатель. Правильно? И так далее. Но, скажем так, наверное, имели в виду что-то другое. Так, про брекеты опасно. А в чем опасность? Так, то есть то, что это опасно, я не считаю. Так, если часто хочется жареных семечек, будет ли это признаком гельминтов? Нет, скорее это нехватка лецитина в организме. Так, если вырезать лимфоузел в районе паха, к чему это приведет? Ни к чему это не приведет фактически, но сейчас это говорит уже о том, что в организме неполадки. Дикий трихомоноз, гельминтоз и зашлакованность организма. Очень сильная загаженность организма токсинами. Все, поэтому лимфатическая система уже даже не справляется. Не успевает все это дело сбрасывать в кишечник, кишечник не успевает все это сбрасывать наружу, соответственно. Вот над этим уже надо задуматься, соответственно. Так, как вы смотрите на метод заземления на ночь? А можно я не буду материться? Так, деньги на донат пойдут. Хорошо бы, но, блин, с нашей государственной политикой скоро, блин, мы все пойдем за донатами. Угу.
Так, можно ли узнать ваш рацион питания, что кушаете на завтрак, обед, ужин? Можно. Ну, на примере сегодняшнего дня. Кофе с перцем, растворимый, без сахара, соответственно. Раз. Все. Это то, что было у меня на завтрак. Значит, на обед у меня было, это я приготовил вчера, ну, почти котлеты, то есть фарш смешанный, там свинина, говядина, плюс туда мелко рубленый лук, плюс туда перец, соль, соответственно, зелень. Вот. Все это дело на сковородку. Да, фарш манки еще добавил. Вот. Водички туда добавил. Хотел сделать котлеты, но котлеты, блин, у меня все-таки жарить не получается почему-то. Поэтому они у меня то, значит, сгорают, то еще какой-нибудь чат образуется. Поэтому я, значит, все это дело кинул на сковородку, плеснул туда воды, закрыл крышкой, и все это хозяйство у меня там тушилось полчаса. Вот этим хозяйством я, соответственно, сегодня пообедал с макаронами. Вот. Вечером на ужин у меня будет жареное мясо, вот, свинина, пару ломтей, ну, примерно такой вот толщины. Это что у нас? Да, толщина, значит, с палец, нормально. Один, значит, там полтора. Вот, пару таких ломтей пожарю себе с зеленью, пойдет на ужин. Все. В следующий раз будет, соответственно, что-нибудь еще придумано. Вот. Так. Но обычно в это самое, в основе мясо. Вокруг всего этого хозяйства крутится. Все остальное. Так, лимфоузел вырезали, опасно или нет? Еще раз говорю, вот то, что привело к вырезанию лимфоузла, вот это опасно. Понятно, да? То есть состояние дальше, если вы не предпримете никаких кардинальных мер, действий в отношении своего образа жизни и питания, то, соответственно, в дальнейшее время вас приведет в могилу. Сейчас уже привело к одной операции, потом будет вторая операция, потом будет все остальное. Вот и все. Это надо понимать. Так, рецессия Дисней. Ну, я же сказал, нет, кость нарастать не будет. Кость нарастать не будет. Так, аномалия селезенки. Обнаружили уплотнение. Что я вам так скажу? Это надо с врачом разговаривать, что именно он там нашел. Не факт, что это паразиты. Совершенно не факт. Но теоретически может быть. Но обычно они образуются, если что, в мышцах. Вот. С селезенкой надо тоже что-то думать, что-то делать. Еще раз, информации мало. Так, сколько можно мяса в неделю? В смысле, сколько можно мяса в неделю? Это продукты питания. Пока вам хочется, вы это можете есть. Когда вам этого уже не хочется, соответственно, вы это уже не едите. Вы едите, соответственно, что-то другое там. Рыбки себе, например, уже купили. Курочку себе сготовили, хотя я уже все. Я уже не считаю, что у меня очень крепкое здоровье настолько, чтобы есть курицу, если честно. Вот с теми курями, которые здесь выращиваются, не, ребята, уже все, хорош. Вот. Раньше я гвозди переваривал, наверное, и сейчас я их перевариваю, не пробовал уже давно. Но курятину не хочу. Так. Опять же, мясо, значит, свинина отдельно, говядина отдельно, баранина отдельно, индюшатина отдельно, там и так далее.
Берите, варьируйте, сколько там его. Сколько влезет, столько ешьте. Или насколько бюджета хватит. Как приготовить настойку из кайенского перца? Так, об этом у меня рассказывается на сайте достаточно подробно, доступно для зарегистрированных пользователей, если что. Так, ваша семья, питаются ли они так же, как вы? Едят ли перец в том же количестве, что и вы? Ну, в основном, да. Ну, естественно, они едят то же самое, что и я. Я же не могу готовить отдельно. Вот. Так, что это было? Сейчас, секунду. Я же не могу готовить, значит, жена не будет ведь готовить мне отдельно, детям отдельно, себе отдельно. Вот. Естественно, я готовлю так, чтобы и мне, и всем остальным. Так, о, от кого-то пришло 500 рублей. Спасибо. Видимо, это уже донат. Будем копить на темнопольный микроскоп. 30 500 рублей. Да. Ну ладно, мы будем оптимистами. Так. Перец в том же количестве, в принципе, да. Причем детям есть перец значительно легче, чем взрослым. Кстати говоря, чем чище организм, тем легче. Так, картошку выращиваете? Нет. Не выращиваю. Сортов хороших урожайных практически нет. Да. От кофе с щепоткой кайенского перца с утра болит желудок. Как смягчить? Сливками, например, или молоком. Но опять же, без сахара. Категорически без сахара. Так, ну что, в принципе, накал вопросов упал. Донат пришел. Так, по времени, сколько у нас там? Сколько у нас уже идет стрим? Почти 2 часа. Коля, сколько и стрим уже идет? Скажи мне. Ничего не скрывай. 2 часа. Ну вот. В принципе, достаточно. Несмотря на то, что у меня прямая трансляция, с президентом я соревноваться не буду, наверное, все-таки. А вот. По 4 часа там все это хозяйство вести, потому что даже он начинает нести разные глупости под конец. А вот. А я такому примеру следовать не хочу. Еще раз. Значит, так. Колоноскопию делать не нужно. Блин, проблем потом после этого не оберетесь. Так, дальше. Антигельминтик никлозамид. Это на темнопольный? Ну, если кто-нибудь будет скидываться, я буду только рад. Да, эта тема поднималась. Значит, смотрите, любые вот эти вот антигельминтики, они, во-первых, являются все-таки очень ядовитыми. Они достаточно сильно портят микрофлору кишечника и сильно подсаживают печень. Повтор возможен в лучшем случае через полгода, а так обычно рекомендуется не раньше, чем через год. При том, что растительные средства хоть круглый год без остановки. Понимаете? Поэтому пробовал я вот эти вот аптечные препараты для того, чтобы просто понимать, о чем идет речь, что отвечать людям и так далее. Ребят, я себе печень год восстанавливал потом. Понимаете? После вот этой вот гадости. Все, что надо было, сделал, рассчитал на собственный вес. Все это дело сожрал, как требовалось. Год потом восстанавливал печень. При том, что эффекта нужного я так и не получил.
Вот нужный эффект, потом сам себе, значит, ну, блин, не знаю уж где, но где-то я, значит, опять эту заразу хапнул. Самый лучший эффект в конечном итоге был у меня от перцовой настойки, то есть 70-градусный спирт плюс кайенский перец. Вот. Примерно по 1,5-2 кубика за раз, по 2-3 раза в день. Самый хороший эффект был. Угу. Вот. Таким вот образом, собственно, да. Так. Донат больше 500 рублей не перечисляет. Ну, не страшно. Если что, у нас есть на сайте указан счет Яндекса. Вот. С ним значительно проще. Там и суммы большие заходят, если на то пошло. И процент значительно меньше, и сдирают за все это хозяйство. Вот. Так, занимаетесь ли вы физкультурой, гимнастикой, пробежкой? Ха! Вот здесь вообще классная штука получилась. Кроссовки купил, начал бегать. Все было хорошо, все было нормально, все было замечательно. Месяц бегал, после чего благополучно, значит, на разминке дома запинал безымянным пальцем и мизинцем правой ноги ножку кровати. Кровать выжила, пальцем было очень больно. Судя по ощущениям, там, значит, был разрыв связок и как минимум трещины костей. Все это дело зафиксировал, ходил аккуратно, делал все, что сам другим рекомендую. Через неделю все было хорошо, все было замечательно, все было прекрасно. Я уже нормально ходил, пальцы перестали, значит, вот так вот делать, когда я на них наступаю. Вот. После чего я благополучно запнулся теми же пальцами об ту же самую ножку еще раз той же самой дурью. После чего доломал то, что не доломал в первый раз, дорвал то, что, значит, не дорвалось первый раз. После чего ходил, ковылял месяц. Вот. И бегать снова надо начинать. Вот такая штука. Так что, поэтому, когда я говорю, что я всегда рассказываю про собственный опыт, фактически всегда именно так оно и есть. Вот. Судьба мне обязательно подкидывает какую-нибудь гадость, чтобы я все это дело для себя придумал, испытал, а потом, значит, вам рассказал, как все это хозяйство делать правильно. Так, у мужа рак сигмовидной кишки, без колоноскопии никак. Нет, видео про колоноскопию у меня нет. Ну, если никак, то делайте. Что ж меня-то спрашивать? Вот. Табаско нет. Табаско настойку не заменит. Соус табаско не заменит. Сколько максимально жал штангу лежа килограмм на раз? Блин, ребят, я не помню. Вот честно, я не помню. Блин, это было давно. Вот. Мы отжимались. Я не помню на тот момент, значит, ни собственного веса, ни сколько я там жал. Я помню, что мы отжимались на время. Кто больше отожмется, значит, от пола за 1 минуту. Потому что просто кто больше отожмется, это было неинтересно. Это можно было отжиматься. Вот. Времени столько не было. Толпа большая, времени столько не было. Вот. Поэтому сколько отжимались за минуту? За минуту я отжимался 70 раз. Вот. Хуеньким, легоньким я, собственно, никогда не был. Я всегда был достаточно плотным. Вот. Подтягивался 14 раз широким хватом. Вот. 12 раз обычным хватом. Ну, широким хватом имеется в виду, это за голову. Вот. То есть все нормы выполнял на 5, которые с нас требовали. В общем, и когда приехал в отпуск, пришел к подруге, значит, предложил помериться, у кого, соответственно, грудь больше. Вот. Таким вот образом. Так что таким образом. Соответственно, сейчас, ну, прямо сейчас, если я упаду, много раз я не отожмусь.
Когда начинаю тренировки, отжимаюсь, ну, раз 15, наверное. Но при этом во мне сейчас, ну, больше 100 килограмм. Где-то там 100-110, где-то вот в этих пределах варьируется. Вот. Так. Какие могут быть причины выпадения волос у женщины старше 45? С чего начать поиски причин? Причин дофигища. Начинают банально нервы и, соответственно, высокий расход микроэлементов и так далее до клеща. Бывает волосяной клещ, который скотина жрет луковицы волосяные, не дает им расти, развиваться, волосы банально отваливаются, выпадывают. Может быть точно так же связано с гормоналкой. Здесь даже гадать не буду. Вариантов много. Так, массажу. В каких случаях? Лечебный массаж, да, возможен. Когда лучше бегать? В какое время и сколько километров? Бегайте в удовольствие. Столько, сколько вам бежится. Не сколько километров не надо, вы не на рекорд идете. Надо бежать именно в удовольствие. Пока вам хорошо от бега, вы бежите. Как только вам становится уже плохо от него, там по разным причинам, соответственно, надо тренировку прекращать, там, переходить на быстрый шаг и так далее. Лучше всего бег трусцой. Вот. Лучше всего бег трусцой. Где можно посмотреть ваши фотки в молодости? А там нету качка. У меня есть фотка ВКонтакте, где я там с автоматом стою. Да, это, можно сказать, разоружили часового. Была спецоперация, блин. Пока, значит, одни секли, не идет ли дежурный. Вот. Второй быстренько фотографировал, третьего, четвертого. Вот. А бедный часовой, соответственно, нервно курил в стороне, потому что, блин, за то, что он передал автомат, будучи на посту, блин, можно сказать, постороннему лицу, за это по головке-то их не гладили. Не гладили. Я там не смотрюсь крупным совершенно. Размерчик был 48, по-моему, у меня тогда. Так что вот. Я никогда не выглядел на ту силу, которую развивал, собственно. Вот. Так. Маклея, да, маклея от клеща помогает. Так, сейчас, секунду. Как готовить настойку перца? Уже говорил, на сайте есть рецепт. Для зарегистрированных этот рецепт, соответственно, доступен. Так, хрен чем полезен? Вот что имбирь, что хрен, по большому счету одно и то же. Расщепляет слизь. Так, можно ли долго принимать неоцин в дозировке 500 мг в сутки? Зачем? Не нужно такого. Не надо издеваться над организмом. Что нехватка в это самое витаминов, что избыток, они дают одну и ту же симптоматику, поэтому изгаляться так вот не надо. Так, волосяной клещ, да, маклея помогает. Так, о методе правки атланта. Какого-то конкретного, значит, товарища я ничего не скажу. Да, есть такая хрень, как родовая травма. Да, когда врачи, значит, ребенка принимают, зачастую они тащат его, берут просто-напросто двумя пальцами, в рот ему вставляют, тащат за небо, при этом поворачивают голову, соответственно, обеспечивают травму шеи. Поэтому любой вменяемый мануалист с нормальными прямыми руками, чувствительными пальцами в состоянии поправить. Вот. Так, остеопатический массаж. Есть ли польза? Ну, сколько я слышал, фактически нет. Так, какие препараты лучше? Хотя, конечно, да, работает вот эта вот штука. Хоть что-то делать, это всегда лучше, чем вообще ничего не делать.
Так, какие препараты лучше всего пропить для улучшения микрофлоры кишечника? Лучше курунги, пока еще ничего не придумано, не сделано и не продается. Но лучше всего использовать свежую траву. Это лучше всего. Летом голодал чисто на воде, больше 8 дней побоялся, так как дико кружилась голова, при движении очень сильно хотелось печеный лук, очень хорошо. При этом не болело ничего. Если хотелось печеный лук, значит ваша поджелудочная требует чистки. Категорически требует чистки ваша поджелудочная железа. Так. Так, что-то у нас тут с Алексеем Борисовым происходит. И что у нас тут происходит с Алексеем Борисовым? Гадости, что ли, все время пишет? Так. Главное, зачем? Так. Не понимаю, какой Поль Брэк смог голодать больше 20 дней. Что-то я неправильно делал. Ну, в том числе у меня знакомый голодал больше 40 дней. Дело в том, что Поль Брэк голодал, ну да, 21 день. Но если вы посмотрите, везде, значит, требовалось, если ты хочешь поступить в ученики к какому-то знатному учителю, к Аристотелю, к Архимеду и так далее, то перед этим ты должен поголодать 40 дней для очищения мозгов. То есть и голодали. Это возможно. Но единственное, что, да, перед этим надо начинать, ну, с там вот неделю, например, да, там 72 часа голодания, потом неделю поголодать, потом, соответственно, 10 дней, 10 суток поголодать. Вот. А после 10 суток, соответственно, выходить уже на 3-недельное голодание. Вот где-то там через полгода, через год можно выходить уже на 40-дневное. Или до упора. Но вообще лучше всего там не просто какое-то количество дней голодать, а именно до упора, до полного очищения. Вот. И все. Так. Рак – это трихомоноз, ребята. Рак – это трихомоноз. Раковая опухоль – это колония трихомонад. Все. Вот уже на фоне трихомоноза там лезет грибок. Он там обнаруживается. Всего-навсего. Все опыты, значит, которые проводились, чтобы понять, что же содержится в раковой опухоли, они заканчивались тем, что там обнаруживалась колония трихомонад. Все, ребят. У Свящевой это достаточно подробно описано у Татьяны Яковлевны. Вот. Так что таким вот образом. Так, ребятушки, все, давайте будем заканчивать. Вот. То у меня уже даже и голос садится. И чай не помогает. У меня здесь просто иван-чай. Вот. С чем-то там еще, с шиповником, по-моему. Крепко заваренный. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Всем спасибо, кто пришел. Вот. До новых встреч. Всем пока.